В качестве актеров белые каски использовали простых жителей городов, подконтрольных боевикам. Либо исполняешь приказы, либо казнь. Так было и в 2015-м. Всего нас было 4 или 5. Нас повезли в Думу террористы Джейш аль-Ислам. Они сказали, армия вот-вот применит химическое оружие. Сделайте вид, как будто его уже применили. Притворитесь, что вам трудно дышать, а мы будем поливать вас водой и приводить в чувство. Врача, который был с нами, заставили наполнять шприц и притворяться, как будто он делает нам уколы, а нас поливали водой. Все это они снимали на камеру. От боевой химии при этом никогда не страдают сами белые каски. Это еще раз доказывает: атаки постановочные. Помните эти кадры? Мнимая химатака в Хан-Шейхуне. А это уже Дума несколько дней назад. Поразительное сходство. Пострадавших зачем-то поливают водой, хотя хлор поражает дыхательные органы. Ставят инъекции, одевают маски. Но посмотрите на задний план. 2 молодых человека явно не участвуют в происходящем. Стоят в стороне и с интересом наблюдают за тем, что происходит. При этом в руках у них что-то съедобное. В суматохе режиссер забыл попросить уйти посторонних из кадра. Вот еще эпизод. Несколько человек с телефонами в руках передвигаются по этажам и буквально перешагивают через тела погибших от убойной дозы хлора. При этом сами снимающие безо всякой защиты. И яд на них не действует в принципе. Хлор взаимодействует со слизистыми носоглотки, в первую очередь, со слизистыми глаз, и вызывает соответствующее раздражение. Там образуется хлористый водород, различные другие производные хлора. И они оказывают очень активное раздражающее влияние на, в первую очередь, дыхательные пути. Отравление хлором вызывает приступы удушливого кашля, который невозможно сдерживать. Но на этих кадрах никто ни разу не поперхнулся. Сама бомба с хлором, она пробила крышу дома и лежит на кровати чьей-то спальни, даже не разорвалась. Гражданских активистов из белых касок сами сирийцы называют не касками, белыми ботинками. Бросить ботинок в человека – высшая степень оскорбления в исламском мире. А какого еще отношения заслуживают к себе люди, которые делают фотосессии с мертвыми детьми? Денис Шурыгин, телеканал «Звезда». Вот что еще вызывает вопросы в этой атаке на Сирию. Почему она произошла именно тогда, когда в Арабскую Республику приехали специалисты Организации по запрещению химического оружия? По словам президента России Владимира Путина, группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования. Это явная попытка создать сложности для миссии ОЗХО или вообще сорвать ее. Но как раз этого у них не получилось. Эксперты по химоружию уже в Дамаске заявляют о готовности провести исследования, несмотря на угрозу безопасности. Кстати, их отправки в Сирию США вместе с группой поддержки усиленно препятствовали и в Совбезе ООН, отклоняя одну за одной резолюции России, которая требовала незамедлительного расследования. Еще вот на что нужно обратить внимание. Атака США на Сирию началась как раз в тот момент начала операции сирийской арабской армии против последнего оплота халифата в районах Аль-Кадам, Ярмук, Асват и Хаджар. К слову, именно этот оплот является последним препятствием для полномасштабного наступления сил Асада на юг. А на юге, напомним, у США база. Вот и хотели убить 2 зайцев, помочь террористам и защитить базу. Пока коалиция рапортует об успехах сирийской атаки, российские эксперты предлагают трезво взглянуть на факты. Зачем все это было? Каковы реальные результаты? И главное, что будет дальше? На вооружении системы противовоздушной обороны Сирии стоят зенитно-ракетные комплексы прошлого века, которые были выпущены в Советском Союзе. Это комплексы С-200, С-75, С-125, БУК, ОСА, которые показали высокую эффективность. Даже вот те старые комплексы показали высокую эффективность по уничтожению крылатых ракет и других средств воздушного нападения. Объективно, коалиция США, Великобритании и Франции выступила на стороне радикальных исламистов, которые действуют на территории Сирии. И уже известно, что, например, в лагере Ярмук, в анклаве Аль-Растан, террористы выходили на улицы и приветственными криками встречали сообщения об ударе крылатых ракет. К берегам движется соединение 5-го флота США во главе с авианосцем. 6 эсминцев, крейсера типа Тикандерога плюс подводные лодки – это все носители томагавков.
количество этих томагавков может достигать до 700 единиц. А эскадра движется. Пентагон не дал команду, чтобы эта эскадра развернулась и вернулась в порт приписки. Она идет. Поэтому говорить о том, что Трамп не нанесет удар, я считаю неправильным. Соединенные Штаты и их союзники прекрасно понимают, что нанесение ударов по инфраструктуре сирийской армии, серьезных ударов, а тем более нанесение ударов, которые могут зацепить российских военнослужащих, это будет иметь совершенно катастрофические для них последствия. Они это прекрасно понимают, и поэтому, если даже будут новые удары, они будут примерно точно такие же. То есть удары в пустоту. Они одержимы идеей собственной исключительности и собственного монопольного права на то, чтобы вершить правосудие, быть одновременно исследователем, и судьей, и прокурором, и палачом в каких-то ситуациях, но при этом оставаться в абсолютной недосягаемости для правосудия со стороны международного сообщества. Эти удары такого демонстрационного характера нужны были, с одной стороны, для того, чтобы попытаться оказать давление, в том числе на Россию, а с другой стороны, чтобы помочь Трампу выйти из западни, в которую он себя загнал, обещая там совершенно сокрушительный удар по Сирии. В ближайшее время будет много дипломатии, будет много Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Россия созвала экстренное заседание. Естественно, мы используем это по полной для того, чтобы, во-первых, донести истину о том, что же было за химическая атака в Сирии, реально, что произошло там и насколько неэффективны там были американцы и их союзники. Мне кажется, что сейчас, что мы наблюдали,